Угунь и тяфунь, дорогие совята. Июль. Идет месяц версий. Но уже сейчас я понимаю, что походу аналогично и прошлому году мне придется продлить его и на август. Конечно же, в августе данные ролики не будут приоритетом, но все же да. Но сегодня у нас первый ролик, посвященный отдельной версии. Точнее, двум. Ну, как бы она одна, но потом их стало как бы две. Но при этом это все равно та же версия. Ну, ладно, разберемся в самом ролике. И сейчас у нас Airborne. Полетели! Кто такая Airborne Дария? Альтернативная версия из вселенной, зараженной глич-вирусом. В отличие от оригинала, более серьезная, умеет стрелять из любого оружия. Она навсегда потеряла свою совушку, а также левую руку, чуть не угодив сама в глюки. Автор этой версии Бадди. На момент снятия ролика контакт с ним поддерживался. Да, просто бывает такое, что авторы из моей аудитории просто исчезают с любых радаров медиасферы. К сожалению, я уже много раз повторяла свою мысль, что молодые творцы редко живут долго и счастливо в роли креаторов. Но с Бадди я выходила на связь и советовалась для материалов к видео. Как сообщил мне сам автор, вдохновился он данным роликом. Airborne Дария внешне представляет собой потрепанную новогоднюю версию 2021 года. Вся одежда сильно порвана, по всему телу ссадины и раны. Левая нога перевязана бинтом, а левая рука абсолютно черная, до локтя. Кожа имеет более грязный и серый оттенок. Примечательно, что на оригинальном концепте она как бы зеркально отражена. Соответственно, та часть прически, которая по идее находится с левой стороны, теперь справа. Я, кстати, в своих концептах решила эту особенность сохранить. Как и было сказано ранее, эта Дария стала куда серьезней и может стрелять из любой пушки. Меня очень удивило, что она владеет магией. Хотя мне кажется, что в мире, который захватывает глич-вирус, обладать магией не очень-то и уместно. Возникает резонный вопрос, а как именно проявляются ее магические способности? Автор дает такой ответ. История умалчивает. Тут схема на самом деле запутанная. Чтобы понять истину, нужно познакомиться с еще одной версией. Глич. Кто такая Глич? Спешу вас расстроить, но среди выживших эта Дария оставалась недолго. В один момент ее защемило, и она стала глюком. Официальный ее дизайн такой, но есть и неиспользованный, более жуткий, где она еще и с Revenge слилась. Ходили слухи и о третьем дизайне, но его я так и не увидела. Мне лично больше понравилась именно версия слияния с Revenge. Да и с точки зрения меня, как персонажа, она еще и более каноничная. Ведь, по сути, я отдала Revenge свою тень. Она теперь в облике моей тени. То есть, мы разделяем с ней одно тело. Сдохну я, сдохнет и она. И нет, это сейчас не был спойлер оригинального сюжета LCM. Это общеизвестный факт. Ну и получается, когда меня засосало в эту месилову из глюков, то и Revenge, по идее, тоже коснулась эта участь. И слияние вполне даже неплохо выглядит. Кстати, Глич – одна из двух версий, которую я не наделила своей перерисовкой. Потому что здесь в виде глюка она и так прекрасна. От самого Бадди Глич Дарийка –
Это убитое мерзкое чудовище, которое является Дарией, которую сила затащила в глюки. У нее есть некоторые способности: телепортация, скрытность, невероятная скорость и сила, а также иллюзия с манипуляциями. Как это работает? Есть жертва, и она может ей внушить что-то, обманом заставив сделать что-то. Это манипуляция, а иллюзия работает так. Допустим, она может показать то, что хочет жертва, и так заманить в глюки. Ни хрена себе! Так она еще и сохранила рассудок в форме глича. Она куда опаснее, чем я полагала раньше. Но все же, хоть она и обладает такими способностями, на мой взгляд, нельзя назвать это все магией. Это вполне объяснимые способности, которыми обладают глюки. У иллюзий и манипуляций так вообще есть аналог в нашей реальности. Только это не магия, а навык взаимодействия с людьми. Пусть и не самый чистый. Телепортация и скрытность появились только после глича. Получается, остается только сила и скорость? Навряд ли они выходят за рамки физических возможностей простого человека. Так что это тоже магией не назовешь. Как-то так? Но это лишь мое субъективное мнение. Вы можете считать по-другому. Теперь самое время поговорить о сюжете этой альтернативки и рассказать ее историю для полной ясности картины. И знаете, я вот писала поздно вечером сценарий, и там всплыло упоминание Микс-Сити, еще одной вселенной, где есть моя другая альтернативка. Но, посоветовавшись с ребятами, я приняла решение все-таки опираться на рассказ самого Бадди, ведь он как-никак автор все-таки. А вот про Микс-Сити мы поговорим в другой раз, когда придет время. Лично я разграничиваю эти две вселенные как два разных канона, пускай и схожи между собой. Микс-Сити захватывает глич-вирус. Неизвестно, в какой период времени у Бадди Дария потеряла совушку, но произошло это так. Они обе спокойно гуляли по парку, и тут резко волна глюков сзади забирает вдохновение. Пытаясь спасти ее, она ткнула руку. Ее оторвало. Однако с помощью иммунитета и силы она смогла отцепиться от нее и отрастить новую руку. Так как Микс-Сити уже полный капздец, парни и Дарийка собираются улететь из него в более безопасное место. Но прямо в самолете Дарию конкретно защемило. Ее пытались спасти, но ничего не вышло. В конце оригинального видео Бадди самолет, скажем так, совершает посадку. Что было дальше, увы, пока неизвестно. Если посмотреть на этого персонажа под этим лором, история становится-то на самом деле грустная, трагичная. И вот послушайте меня, как профессионального литератора, мой взгляд. Дария потеряла свою совушку, а для меня ценнее вдохновения никого нет. Так может, стать самой глюком в таком случае – это правильный выбор? Вдохновение уже не вернуть, а значит, воссоединиться с ней можно только так. Какой смысл Дария существовать дальше без своей совушки? Вряд ли автор закладывал в это смысл изначально, но я подметила вот какую деталь. Помните про отраженную картинку? Так вот, когда она становится глюком, то она возвращается в исходное положение, как и должно быть. Не знаю, как вы, но я увидела в этом символ того, что Дария наконец-то стала собой, настоящей. Да, она погибла, но воссоединение с вдохновением в волне глюков, при том, что они сохранили частично даже какой-то рассудок, это как воссоединение душ после смерти в лучшем мире.
Так получается, это лучшая концовка для истории Дарейки? Не знаю, но пищу для размышлений я предоставляю вам. Вот такой обзор получился. Пишите свои комментарии, жду обратной связи. Ну, а с вами была Дарейка Эфирка, вы были на канале Эфир, и до связи!